Приветствую всех любителей фиалок на канале Мои фиалки. В сегодняшнем видео я хочу рассказать про спортивность фиалок. Спортивность – это генетическая мутация, которая проявляется в изменении сортовых признаков растений. Чаще всего мутация происходит при размножении листом. При размножении пасынки вероятность получить растения с сортовыми признаками намного больше. Чаще всего спортят фиалки, у которых в окрасе цветов больше одного цвета, то есть 2 или 3, например, фантазийные сорта. Но также могут спортануть и фиалки, у которых однотонные цветы, и получится, например, какая-то двухцветная химера. Спортивность может проявляться не только в окрасе, но и также и в форме цветка. И спортивность бывает, что и по листу. Например, лист по сорту должен быть волнистый, а у спорта он будет ровным. Или наоборот. Вот сорт ЛЕ Львовская опера. У него вот такие цветы и ровный лист. Одна детка с этого растения оказалась с кудрявым листом. Я ее оставила. Сейчас я еще продолжаю выравнивать эту розеточку. Как я это делала, оставляю ссылочку. Посмотрите. И вот она уже заложила бутончики. И скоро я увижу цветы. Вот. Тут есть спорт и по листу, и по цвету. Цветы у этого спорта более рюшастые, более такие красивые, ажурные. И в данном случае я думаю, что спорт не уступает сорту. Вот и такие бывают интересные генетические мутации и по листу, и по цветам. В одном из видео я показывала эти две розетки, и многие удивлялись, как такое может быть, что они настолько разные, даже нельзя сказать, что это вот это спорт от вот этой розетки. С этим сортом есть интересный момент. Сначала была химера Candied Fireworks. У нее был светлый лист и вот такие химерные цветы. Химерность. То есть четкая полоска по центру лепестка, которая не передается через листик. То есть размножается или цветоносами, или пасынками. И когда посадили листочек, вырос вот такая фиалочка. Вот. Тут немножко цвет неправильно передается. Он малиновые цветы с белой каймой и темный листочек. Его закрепили, этот сорт, и получился сорт Nancy Dollface. Первая фиалочка, которая появилась в моей коллекции, была именно она. И когда я с нее посадила листик, одна детка была светлая, я решила ее оставить, и она зацвела как химера, то есть она вернулась в химеру. После этого посадила еще несколько листьев, и получилось вот такое вот цветение. Вот это с одного листа, тут где-то больше химер, где-то меньше. Но это не есть как бы четкой такой химеры, то есть химерные полосы, они не явные. Вот она уже видно вот разница. Тут эти химерные полосы не прорисованы. На этой немножко лучше, но тоже они как бы не на всех вот лепестках полностью химерные. Но у этой как бы фиалки очень интересный листик. Он вот как такой пятнистый, не полностью окрашенный, как вот в сорте Nancy Dollface. Тут ровный розовый окрас. Вот. А у этого оно пятнышками. Видно, как будто вот они такие вот пятнистые. На изнанке видно, что неравномерное окрашивание. И вот в этом вот видно сразу наглядно, как бывают спортят фиалочки. Это спорт от всем известного ДС сияющего колокольчика. Он получился ярко-розовым, с редким фэнтези и белым глазком. Это ЛЕ Тристан. У него должен был быть белый цветок с сильно гофрированным краем и розовым и голубым фэнтези по нему. Получился просто розовый цветок с голубым фэнтези.
Вот у меня есть лист, сорт Фея Дадаян. Селекционер. Я купила лист. Вот, и он дал мне деток. И сразу видно, что некоторые детки светленькие, так же как материнский лист, а некоторые темные. Селекционер закрепила вот этот темный спорт и назвала его Мария. То есть у меня будет два сорта, Фея и Мария. Поэтому спорт также может быть закреплен как отдельный сорт. Эта фиалка тоже пошла в спорт. Вначале она цвела по сорту. Это промышленный сорт Линда. Вот, и вначале были светлые листья. Вот видно, тут даже еще остались. И потом розетка стала затемняться. Видно, что темные черешки. Вот, и выдала вот такой полностью синий цветок. Синий-фиолетовый. Вот, это уже как бы спорт, и он вряд ли вернется к сорту. Еще хочу показать вот эту вот фиалочку. Это молодой стартер ВВ Виктор. Фиолетовые такие полуколокольчики. Я на выставке купила у селекционера этого сорта лист со спортивной розетки. То есть там цветы были с такими белые, с фиолетовыми разводами. Когда вот зацвела эта фиалка, я, конечно, немножко расстроилась, потому что хотела именно спорт. Эта фиалка вернулась в сорт. Вот такой вот интересный тоже случай. Так тоже вот бывает. Тут розетки были похожи. То есть они как бы вначале ничем не отличались. И когда зацвели, только тогда стало понятно, что вот это сорт Ален Летиция. Розовые цветы с фиолетовым фэнтези. Оно только начинает распускаться, но хочу уже сейчас показать. Вот такие цветы. А это розетка спортивная. То есть по листу не было видно, что они будут отличаться. Фиолетовые такие цветы с затемнением по краю лепестков. Вот это спортивная розетка. В случае, когда идет фантазийный сорт, то есть всегда вероятность, что получится цветение не так, как хочется. Сортовое может быть, а может быть спортивное. Вот. И в таких случаях все-таки лучше покупать лист и доводить до цветения вот несколько деточек. Если бы я оставила одну вот эту розетку, у меня бы уже не было сорта. Хотя покупала я листик. Вот еще одна фиалочка в моей коллекции. Honey Blue Angel. Фиалочка с голубыми цветами. И когда от нее с листочка, с посаженного, выросла вот такая деточка. Лист совсем другой формы. Это тоже уже спортивная розетка. То есть тут нету зубчиков, как на этих лепестках. Она и размером отличается очень сильно. Цветы будут точно такие же, но размер другой. И я сейчас пробую посадить эти листочки и посмотреть, передастся ли вот эта миниатюрность дальше. Вот еще одна фиалочка. Сорт Иришлак. По сорту это белые такие гофрированные анютки со светлым листочком. Вот, и синей каймой и глазком. Вот, а это получилась с нее спортивная фиалочка, детка. Это ее уже дочка. Вот полностью синие цветы и темный листик с розовой изнанкой. В данном случае видно было различие с самого начала. То есть темный лист. По сорту он светлый. Это сорт Little Miss Muffet. Розовые такие розочки полумахровые, это миниатюра. Покупала я 2 листочка и получилось 9 деток, и только одна вот получилась вот такая необычная. Это тоже уже спорт по листу, то есть это спонтанная пестролистность. Интересно будет, как она зацветет, но уже как бы тоже по сорту должна быть обычная зеленая герл-листва. Иногда спорт можно предугадать по внешнему виду детки, а иногда это просто невозможно. Если вы все-таки хотите получить сортовое растение, лучше покупать
лист и растите несколько деток, доводите их всех до цветения. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии под видео, подписывайтесь на канал. Всего доброго!